Ну что, начнем? Да, начнем потихонечку. Здравствуйте всем, приветствую всех. Сегодня у нас Иерофант, старший аркан Иерофант, смысл жизни по Таро Иерофанту. Рад приветствовать всех, кто смотрит меня в прямом эфире, да, на трансляции. Всем привет еще раз, здравствуйте. И рад приветствовать всех, кто смотрит это видео в записи. Вот. И тем и другим могу сказать, что если видео получится большим, не обижайтесь, пожалуйста. Я люблю порассуждать о картах Таро, потому как чем больше о них рассуждаешь, чем больше о них думаешь, тем больше граней открывается в смысловых значениях, тем проще потом в работе. Поэтому чем больше вы подумаете над одной отдельной картой, тем проще вам будет с ней работать впоследствии через там пару месяцев практики. Да, вы будете тоньше ее понимать, лучше угадывать, скажем так, те значения, которые вам будут выпадать в работе с клиентом. Либо вы там себе смотрите что-нибудь, неважно. Вот. Значит, если видео получится длинным, его не обязательно смотреть в один присест, его можно, в принципе, включать потом середины, как вам, где остановились, там и продолжать просмотр. Никуда оно не денется, все будет в записи, поэтому волноваться не надо. А вот что надо, это поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Не обязательно хвалебный, неважно, там пару слов, что вы думаете по этому поводу, как вам нравятся лекции, либо не нравятся. Вот. Дело в том, что YouTube видео с большими количествами лайков и комментариев, он продвигает лучше, чем видео без комментариев, поэтому как бы все ютуберы выпрашивают лайки и комментарии, и я не исключение. Вам не сложно, а меня это сподвигнет к скорейшему выпуску следующего видео. По-моему, справедливо. По поводу рекламы, как всегда в начале видео скажу, что рекламу я выключать не буду, но она будет очень такая в сдержанном режиме, ее всегда можно будет пропустить, да, и это будет буквально 3-4 рекламных выпуска на протяжении 2 часов. То есть, гораздо реже, чем по телевизору, допустим. Зачем? Опять же, я не зарабатываю на рекламе с YouTube, но YouTube лучше продвигает видео, в которых есть эта реклама. Все очень просто, все прагматично. Вот. Поэтому реклама, она нужна для того, чтобы следующие видео выходили как можно быстрее. Я считаю это тоже более или менее справедливым. Хорошо, ну что, поехали, да? Потихонечку начнем. Так, переключаемся с вами на режим лекции. Вот оно у нас есть. Чатик тоже будет виден. Я буду отслеживать чат. Если какие-то вопросы будут более или менее созвучны с тем, что я говорю в данный момент, вот, то я буду отвечать сразу. Если же как-то, скажем так, можно будет чуть позже ответить на вопрос, то в конце лекции я обязательно стараюсь ответить на все интересные вопросы. Так. Напомню, что значения карты рабочие, да, у нас были с вами в прошлом видео. Сегодня у нас такой больше философский разговор по поводу того, как вам нужно чувствовать ситуацию жизненную, да, как вам нужно глубже окунаться в ощущение этой карты, если вы хотите каким-то образом развивать себя как личность. Да? То есть вот те самые пресловутые лучи миссии, кармические уроки, вот все вот это вот, что так очень любят разные школы Таро, да, при способе заработка, да, можно гораздо проще назвать двумя словами смысл жизни. Да? В чем ваш смысл жизни? Если вы чувствуете, что ваш смысл жизни находится в каком-то ощущении определенной карты Таро, то, соответственно, на нее стоит обратить более серьезное внимание. Вот. Все вот так просто. Всего 2 слова смысл жизни, да, либо смысл существования. Потому как существование жизни — это постоянно какое-то развитие. Хочется вам этого, либо не хочется. Если не хочется, то плохо. Значит, развитие будет как-то так пробуксовывать, и жизнь будет терять интерес и смысл, соответственно. А вот когда вы будете чувствовать развитие в чем-то, да, накопление некого интересного жизненного опыта, то, соответственно, жизнь вам будет казаться более интересной, более привлекательной. И, как показывает практика и определенная теория, да,
более продолжительной. Потому как человек, который заинтересован в том, чтобы что-то делать, особенно в чем-то помогать другим людям, как показывает практика, он живет дольше. Вот. Поэтому это еще и полезно, кроме того, что интересно. Да? Хорошо. Так, у нас... Вот так, давайте пойдем. Мы пока с вами рассматриваем первую семерку старших арканов, да? Не так далеко мы зашли, но тем не менее кое-что мы уже успели посмотреть. Мы посмотрели с вами императрицу и посмотрели с вами императора. Как две карты, которые принадлежат второму дому и хорошо характеризуют собой то, что может быть интересным смыслом жизни для людей, рожденных под солнечным знаком Тельца. Да? Вот. В случае с Иерофантом, да, мы с вами видим, что Иерофант относится к третьему дому и отвечает скорее за характеристики, которые присущи близнецам. Вот. Что интересно по этой карте? Если брать какого-то древнегреческого бога, мифологическое какое-то существо высшего порядка, да, а мы с вами рассматриваем карты Таро как, скажем так, одну из ипостасей какого-то божества. Либо можно сказать, что это архетипы. Да? Но архетипы это такое достаточно современное понятие. Но под понятие архетипа очень хорошо попадает ощущение, именно ощущение, с которым сталкивается человек при обращении к старым богам, вот этим эллинским, римским богам, да, либо другим богам древним. Когда богов было много, когда он не был один, да, бог-отец, всеобъемлющий, да, а когда еще было разделение, скажем так, на такие направления, да, один бог отвечает за одно, другой за другое, третий за третье. В случае с Иерофантом это скорее бог, которого звали Гермес, да, либо Меркурий. Он же Меркурий, только чуть попозже у древних римлян. А вот у древних греков это был Гермес. Как я уже рассказывал на предыдущей лекции, это бог, который был в основном посредником при передаче информации от божеств к людям, от людей к богам, да, ну и прочее. Даже между богами все вести, новости, либо какие-то предметы передавали с помощью вот этого самого бога Гермеса, да, либо Меркурия. Поэтому это бог-путешественник, это бог торговли, но как торговля у нас тесно связана с путешествиями. Но в первую очередь, если вы обратите серьезное внимание на то, как работают торговцы очень серьезно зависят от информации. То есть они практически ей пользуются на постоянной основе. Если у вас не будет свежей информации по курсу рубля, по курсу доллара, по курсу покупки-продажи, по расписанию поездов, самолетов, да, которыми летят ваши посылки, ваши товары, вы должны быть всегда в курсе того, что происходит в мире, причем считывать информацию в постоянном режиме, чтобы не прогадать на этом, да? Поэтому Иерофант это всегда работа с большим количеством информации, это всегда повторение определенной информации еще раз, еще раз и еще раз, да, каждый день одни и те же действия. Проснулся, сразу же нужно посмотреть новости, сразу же нужно заглянуть в интернет, узнать, что там новенького, что у нас сегодня, какая у нас текущая обстановка, да, текущий момент, какой информацией нужно пользоваться сегодня, на данный момент, да, как вести себя сейчас. Если вы общаетесь с другими людьми, то, конечно, это постоянное ощущение того, как ты должен общаться вот с таким человеком, который находится перед тобой. Но, заметьте, Иерофант пока еще не говорит о том, что вы общаетесь с каким-то конкретным человеком. То есть он не ставит такой акцент на личности самого человека. С личностью человека, с которым мы общаемся, мы будем говорить в другой карте. Это скорее справедливость, либо повешенный человек, да? И это у нас весы с Хироном, да, в основном положении, с Венерой, как второй планетой этого дома. Вот.
пока мы говорим, скажем так, о том ощущении, которое у вас складывается при общении с определенным типом людей. На самом деле Иерофант, что он хорошо умеет делать? Он хорошо умеет обрабатывать информацию и относить человека, с которым он общается, к определенному типу людей. И общаться с этим человеком как с типами этих самых людей. Например, если к вам заходит, допустим, вы торговец, допустим, у вас есть магазин, к вам заходит человек. Вы должны определить, во-первых, что это тип человека покупатель, либо это тип человека, я не знаю, какой-нибудь налоговый инспектор, проверяющий, да? Ну вот, два основных, скажем так, типа, с которыми работает при первой встрече торговец, да? Я знаю, у меня был когда-то одно время магазинчик, причем в Беларуси, в стране, в которой все очень так жестко зарегулировано в плане торговли, в плане бумажном, бюрократическом. Поэтому у нас автоматом отслеживалось в сознании. Так, этот человек больше похож на покупателя, а вот этот человек больше похож на какого-то проверяющего. С ним себя нужно вести определенным образом. Навешивать ярлыки на людей? Да, да. На самом деле навешивать ярлыки на людей. Это несколько, скажем так, ярко сказано, преувеличено, да, утрировано, но очень точно. Дело в том, что Иерофант, он работает с людьми, с большим количеством людей, да, он постоянно перещелкивается как бы в своем ощущении от одного человека на другого. И у него нет физически времени долго вникать в одного человека, докапываться до сути. А кто ты такой? А какое твое фамилия? Да, а что ты пришел? Ну, что ты пришел, понятно, ты покупатель. Ну, так смотри. То есть, по сути, Иерофант, как торговец, да, как бог Гермес, он должен сначала понять, что представляет собой человек в общем, а потом уже потихонечку, отсеивая лишнюю информацию, да, он начинает понимать, так, это покупатель. Потому как внешний вид покупателя и внешний вид проверяющего, они такие, ну, по манерам, по поведению уже становятся чуть-чуть понятно. Один смотрит в одну сторону, второй смотрит там сразу на сигнализация, есть ли пожарная сигнализация, как касса работает. То есть, ну, иерофанты чувствуют это подсознательно, сразу же замечают это дело. Почему? Потому как они обрабатывают информацию в постоянном режиме, и они все эти мелочи чувствуют. Зато интуиция развивается и нюх на людей. Совершенно верно. Почему? Потому что большой объем информации ты постоянно пропускаешь через себя, ты постоянно общаешься с большим количеством народа, и иерофант обязан работать с информацией быстро. Иначе он просто не будет успевать обрабатывать весь этот объем инфы. По близнецам, по Меркурию поступает постоянно огромный поток инфы, и ты должен уметь с ним работать. Если тебе это нравится, если тебе в кайф отслеживать с утра какие-то новости, да, что там произошло, как там курсы, что там сегодня, да, вот, то ты уже чувствуешь пульс жизни, тебе уже нравится осознавать, что сегодняшний день это день из какой-то длинной череды, он похож чем-то на предыдущие дни, да, он повторяется каждый раз, ты делаешь повторяющиеся действия, но они чуть-чуть меняются, да, в зависимости от обстановки. Должна работать оперативная память, скажем так, достаточно быстро. Вот. Но все равно ее не хватает для того, чтобы погружаться в каждого человека. Поэтому если покупатель к тебе заходит, ты его сначала отслеживаешь по принципу: так, это мужчина или мы поняли, что это покупатель. Выдохнули, уже легче. Теперь мы делим на следующие. Да? Мужчина-женщина. Ага, поняли. Мужчина перед нами. Что мужчина смотрит? Мужчина смотрит примерно вещи, которые покупают обычно мужчины. Поэтому его можно определить вот в этот, скажем так, этот ярлык вешать, да? Мужчина молодой, либо старый, да? Окей, старый. Старые покупают такие товары. Окей, значит уже вот этот ярлык, старый мужчина. И так дальше все меньше, меньше и меньше. Только в самом конце, при каком-то личном общении, когда возникают эмоции, когда вы чувствуете, что уже все, что можно было узнать про человека, вы узнали, вот тогда, если есть время, можно копнуть, а что же это за личность, как его зовут, что у него там с семьей вообще, да, какие у него личные предпочтения. Так вот, хороший продавец,
он всегда успевает докопаться до личности человека. Продавец тем лучше, чем больше у него оперативной памяти, чем глубже он погружается в каждого клиента. Само собой, что если клиент выгодный, если вы видите, что это человек в богатом костюме, с золотыми перстнями, да, там с золотой цепочкой, с дорогим телефоном, вы чувствуете, что вот на этого человека стоит потратить больше времени, вы начинаете в него погружаться глубже, да, узнавать, а как вас зовут, а то все, а что вы ищете, то есть выделяете больше оперативной памяти именно этому человеку, и в него уже погружаетесь глубже. Но основная функция иерофанта — это обрабатывать большое количество и информации за день, поэтому он вынужден сначала брать такими блоками, такими ярлыками, шаблонами людей судить. Вот. При всем этом, если мы посмотрим на карту Иерофант, мы с вами видим Папу Римского, конечно, да? Одно из основных значений — это учитель, либо преподаватель. Почему? Потому что преподаватель, он уже работает с большим количеством информации, которая заложена в такую как бы базу данных, да? И он просто-напросто предоставляет другим людям доступ в эту базу данных, он их как бы проводит туда, помогает найти то, что нужно им. То есть вот тот самый Бог-проводник, Бог-посредник между Богом и людьми, если мы понимаем, что боги — это некое хранилище информации, огромное и непознанное для людей эллинов, да, то вот каждый отдельный эллин мог приобщиться к миру богов через Меркурия, да, то есть через Гермеса. Забирал на небо обычно людей, ну, именно на небо в созвездии обычно Гермес, да. Вот. Высшие боги давали ему, там, Зевс, либо прочее, давали ему разрешение на это, да, что человека можно взять с собой. Вот. Про погружение в Аид, да, забирать душу, скажем так, в ад, в наказание, это другой бог. Это другая ипостась, да, это противоположная карта. Противоположная карта у нас как раз дьявол, да. Тот злой страшный бог, который и за смерть ответственен, и за постижение некой новой, более глубокой информации. О противоположных картах мы с вами обязательно будем говорить в последующих лекциях, потому как мы сначала должны с вами пройти половину зодиака, чтобы прочувствовать сами карты. А вот вторая половина зодиака, она будет гораздо более интересной и более глубокой, потому что мы с вами будем рассматривать еще и противоположные карты. И вот там и раскроется во всей мере вся прелесть этой системы. Астрологического таро, либо тарошной астрологии, как угодно. Вот. Иерофант же у нас, пока мы примем как данность, что он работает с большим количеством инфы и со всеми людьми, которые обращаются к ним за этой информацией, как вот покупатели приходят в магазин, да, он должен обращаться на равных, да, то есть он не должен выделять людей, он должен ко всем относиться одинаково. Поэтому вот смотрите, два ученика, два последователя религии, у них одинаковые прически. Что это значит в картах Таро? Это значит, что люди приняли, ну, не в картах Таро, а вообще в целом, зачем вот они выбривали себе эту танзуру. Это символ тернового венца, это символ принадлежности к определенной религии, к течению религии, да. То есть человек на себя уже сам вешает ярлык: я принадлежу к такой-то религии, я христианин. Вот, смотрите, на мне прям написано, прям видно визуально. И вот эти правила это создал, в принципе, Иерофант. Вернее как, создал-то их, конечно, правила у нас кто создает законы? Император. Херон, да, либо этот самый Гефест, если смотреть по визуалу, да, то это Гефест. Но Херон — это тот, кто хорошо умеет ходить на другую сторону. Потому что принцип Херона — это двойственность. Двойственность миров, да. Вот. И вот эта двойственность еще до сих пор чувствуется в этой карте. И если бы в предыдущем доме уже не было императора, был бы большой соблазн и Иерофанта запихнуть именно во второй дом в Херона, потому как очень уж он созвучен. И даже вот эти ключики, да, как символ Папы Римского, это два
перекрещенных ключа — это в прямом смысле слова символика Папы Римского. Даже на гербе Папы они присутствуют. А что у нас такое ключ? А ключ — это символика Хирона. Это его астрологический символ. Вот. Но два ключа — это умение зайти и выйти и работать со всей этой базой информации вообще. Вот такие дела. Так, прокачать себе иерофанта, наверное, сначала нужно ответить самому себе на вопрос, а нужно ли в себе прокачивать иерофанта, если, конечно, вы не торговец. Конечно, нужно. Потому что, смотрите, дело в том, что можно получать и наставлять окружающих. Совершенно верно. Более того, вы должны обладать этим качеством, как и всеми другими качествами, да? Если вы хотите быть, скажем так, всесторонне развитой личностью. Конечно, свою тему надо находить, надо искать, но и о другом но и о прокачке других умений тоже забывать не надо. Если вы хороший отец, допустим, да, который умеет прокачивать в детях порядок, учить детей порядку, воспитывать их, да, мы с вами помним по предыдущим лекциям, что мама любит, папа воспитывает порядок, да, ты должен быть хорошим учителем. Мало просто ставить запрет ребенку, нужно научить ребенка, дать ему нужную информацию. И император, он просто создает закон, туда ходить нельзя. И все. Вот как та самая синяя борода, да, а вот за последнюю дверь заходить нельзя. 7-ю дверь открывать нельзя. Так вот, иерофант, у него есть ключи от всех этих дверей, и он знает, почему нельзя заходить в последнюю дверь. Но он делится с вами этой информацией. Он не просто ставит запрет, он объясняет эти запреты. Почему? Потому что он может зайти к Богу, спросить и принести тебе ответ. То есть ты как бы сам туда зайти не можешь, но с помощью учителя ты можешь постичь некое знание. Опять же, это хранение традиций, да, сохранение традиций. Понимание того, что если предки что-то умели, то вполне вероятно, что у них это умение, знание у них сложилось в силу их опыта, да, жизненного опыта. И само собой вот этот жизненный опыт нужно уметь передавать. Представьте себе, что вы торговец, который торгует жизненным опытом. Пусть по очень смешным ценам, да, лишь бы покупали, да, может быть, что-то даже раздавать за даром, да. Вот. И к вам приходят люди, ну, допустим, дети, либо просто люди, которые спрашивают у вас совета. Они хотят у вас купить какой-то товар, неважно за какую цену. Вам очень важно понять, к какому роду относится вопрос этого человека, в какую сторону его направить, как его научить, да, либо как грамотно поделиться информацией, которой вы обладаете. Каждый из нас в чем-то является иерофантом. Каждый из нас может научить какого-то другого человека чему-либо. Иерофант — это опытный человек, который знает, как поделиться знаниями, скажем так. Вот это общее такое значение, да, в вопросах личных отношений. Эта карта приобретает значение традиции, потому как большой объем информации, большой объем опыта, знаний по отношению к другому человеку, это либо вы уже долго с ним живете и набрались какого-то опыта, да, и можете поделиться с подругами каким-то советом, да, то есть традиционность, некая традиционность в ваших отношениях с мужчиной уже есть. Либо если это отношения с каким-то другим мужчиной, новым, да, и вы чувствуете иерофанта по отношению к этому человеку, либо он выпадает в раскладе, да, это значит, что вы чувствуете какую-то привычку. Вы будете действовать традиционно, исходя из своего опыта. Вот. Но, опять же, это не отношение к личности, как к человеку, да, это, скажем так, пока вы в отношениях с каким-то новым человеком, вы относите его к какому-то типу, да, вот этот вроде симпатичный. Общаться с ним будем так же, как я общаюсь со всеми симпатичными. Более того, через некоторое время вы узнаете, что он еще и умный, сообразительный. О, тут мы уже давайте сузим шаблон, да, будем общаться с ним уже как бы как с умным человеком, да. И потихонечку грамотный иерофант, он убирает все лишнее, то, к чему не относится собеседник, партнер, да, и оставляет самое главное. То, что нравится конкретно вам, вот эту личность человека, индивидуальность.
Вы потихонечку стираете все эти лишние шаблоны до ощущения самости человека. Ну, не самости, ну, скорее личности человека, с которой вы и общаетесь уже на личностном уровне. И грамотный близнец, он, конечно, будет прокачивать в себе это свойство с течением времени. А что такое отделение зерен от плевел, да, и постигание чего-то индивидуального, да, личности человека? Это прозерпина. А прозерпина у нас, она даже символически-то выглядит как точка, вынесенная за скобки. Этими скобками прозерпина как бы отделяет все плевела от зерна, да, и дает вот то самое зерно. Символ прозерпина — это зернышко граната. Либо просто зерно. Одно зерно. Вот то самое главное, это особенность, которая выделяет этого человека из всего шаблона, по которому вы с ним только начали общаться. То есть к этому постепенно придет. Но сначала и иерофант работает с большим количеством инфы. Только потом, уже по влюбленным, вы влюбляетесь в конкретного человека. Понимаете? Вот в чем фишка. Вот в чем интерес. Иерофант потихонечку переходит во влюбленных. Иерофант — это то, что принято для всех, это общая традиция, а влюбленный — это то, что конкретно вам нравится. Именно тот человек, в которого вы влюбились, в одного единственного. Вот такие дела. Для того, чтобы влюбиться правильно, сначала нужно пройти некий опыт, да? Сначала накопить вот этот самый опыт, чтобы вы могли отличить правильного влюбленного от неправильного. Получается, самый классный иерофант — это весы по знаку зодиака. Скажем так, весы, они прокачивают индивидуальное. Конечно. Вот, но есть еще и такая штука, как дева. А вот дева, она прокачивает, скажем так, отдельные знания. Дева — это отшельник. Отшельник — это погружение в себя, понимание своих собственных чувств, эмоций. Да? Та же самая прозерпина, но уже в главном, более ярком положении, скажем так. Да? Меркурий тут тоже присутствует, но уже скорее в понимании системы, структуры. Да? Сначала по иерофанту вы должны пользоваться этими шаблонами. Понять, в чем суть шаблона, вы сможете уже в Деве. Дева вдается в детали. Там тоже очень много инфы. Дева тоже работает с информацией, но Дева уже работает с отдельной и информацией, так скажем. По весам, да, по весам хорошо все это прокачивается только потому, что весы уже хорошо поняли, что такое Дева, и двигаются вперед, еще дальше заходят, да, уже напрямую общаются с человеком, они просто воспринимают от него информацию какую-то. Вот, поэтому иерофант — это такая штука скорее, это понимание того, что традиция на самом деле это отлично, это здорово, это классно, потому что традиция вам дает информацию, которую не надо проверять. Если ты хочешь жить по традиции, не брать на себя личную ответственность за все, что с тобой происходит, просто живи по традиции. Если у тебя что-то не будет получаться, твоей личной беды в этом не будет. Ты просто-напросто скажешь: извините, я делал это так же, как делают все. Да? Вот. Тогда скажут: ну, раз у тебя не вышло, все так делают, да? Я мыл посуду горячей водой. Почему она не отмылась? Все же моют горячей водой, да? Вот те, кто будут мыть холодной водой, не по традиции, у них оно и не получится. Может, пример не очень такой, да, как-то так я вот с примерами сегодня не очень. Ну, вот. Но, тем не менее, как бы верность традициям снимает с тебя личную ответственность. Личная ответственность наступает потом, когда ты понимаешь, что лично тебе нравится вот во всем этом сборище традиций. Вот. Роман, в нас ведь сочетаются все старшие арканы, верно? И нужно уметь пользоваться всеми архетипами. Конечно, конечно, нужно. Я вот об этом как раз и сказал, что развивать нужно все свои качества. Просто всегда на чем-то вы фокусируете свой взгляд. То же самое Солнце в знаке, да, это уже большой намек на то, как вам стоит обращать внимание на вашу жизнь, как вам стоит строить жизнь.
Я не говорю, что в астрологии Солнце в знаке значит именно смысл жизни, да? Но если мы берем Таро, в котором более нарративная, более визуально значимая система, да? В которой нет такого, скажем так, нет придать такого весомого значения, скажем так, ну, как это сказать, синхронности, да, очень сложно описать ощущение таролога от астрологии. Астрология — это что-то немного зажатое в рамки, как по мне, да, это определенные правила, это определенные фигуры, это определенные взаимоотношения, да. Карты Таро тоже взаимоотносятся друг с другом, тоже взаимодействуют, но они более свободные, как бы, да, просто потому что это не столько конкретная информация по картам Таро идет, сколько именно ощущения. И у тебя всегда есть возможность немного, скажем так, давать себе свободы вот в этих самых картах. Карты Таро, они более перетекающая, более гибкая система, что ли, скажем так. Поэтому важно ловить фокус, как и в астрологии. Но при всем этом ты можешь немножко вольнее это делать, немножко свободнее, да? Вот. Думаю, этот аркан тайна, необходимый опыт для дальнейшего развития человека. Не пройдешь аркан Иерофант, не пройдешь дальше, потому что ничего не поймешь дальше. Наверное, так. Но это по поводу любого аркана можно сказать, что если вы не проходите какой-то аркан, вы не усваиваете что-то важное, что-то значимое. Просто потому, что как астрология, так и карты Таро в определенном порядке, да, если их вот выстроить в какой-то рисунок логичный, систематизированный, это всегда идет речь об алгоритме развития чего-либо. Либо человека, либо человеческого сознания, жизни человека. Если мы берем бизнес, то это алгоритм развития фирмы. Если мы берем, ну, что угодно, жизнь какой-то страны, это алгоритм развития страны с ее взлетами, падениями, с определенными фазами, с определенными границами, через которые нужно проходить. Вот. Можно сказать, что это определенного образа такой кармический шаблон, который пройти все должны. Но проходят-то не все. Вот. Просто потому что, да, в самом деле, если вы не научитесь определять тип человека, с которым вы начали общаться, то вполне вероятно, что вы ошибетесь в этом человеке, и дальнейшее общение ваше с ним не то чтобы не разовьет вас, а скорее наоборот отбросит назад, да? Поэтому очень часто, если вы слишком увлекаетесь шаблонами, вас отбрасывает в какую-то в традиционность, да? То есть, если юбка в пол это было хорошо для наших предков, да, то это не значит, что в нашу эпоху, в наше время юбка в пол для женщины будет однозначно хорошей, да? Важно понимать, что с течением времени все меняется, и Иерофант, он должен учитывать все накопленные знания, но и хорошо разбираться в текущем моменте, и это очень важно. Хороший учитель, он какой? Хороший учитель – это учитель, который постоянно совершенствует свои знания, просто потому, что если он будет сидеть на чем-то одном, все человечество уйдет вперед, ученики будут знать больше, чем учитель, и они не то чтобы больше, они будут лучше знать текущий момент, лучше, чем учитель. И они не будут иметь должного уважения, да, ни к этому учителю, ни к тем традициям, которые он декларирует. Поэтому есть очень простое правило в детской психологии, допустим. Да? Если вы хотите быть авторитетом для ребенка, вы должны стать равным ему в чем-то. По крайней мере, в информации. Вы должны найти с ним общий язык. Потому что Иерофант, он разговаривает с человеком на одном и том же уровне. Неразвитый Иерофант, он, конечно, может сделать самое простое. Он может опуститься до уровня ребенка. Играть с ребенком в его игры на уровне детском таком. И это на самом деле очень здорово, хорошо, да, умение радоваться жизни так, как это делают дети, и разговаривать с ними на одном языке, это очень круто. Но гораздо круче поднимать ребенка до своего уровня. Потому что настоящий Иерофант,
работая с информацией, должен учитывать, что ребенок впоследствии должен определиться со своим выбором. Вы должны ему рано или поздно подсунуть ту информацию, которая выделит его из вот этого ровного ряда его сверстников. Потихонечку иерофант должен понимать, чем он хорош для других людей, находить слабости, интересы других людей, давать им ту информацию, которая нужна конкретному человеку, соблазнять его правильной информацией. Что мы с вами видим в следующей карте? Это тот самый змей, опять же, символ мудрости, символ учительства, символ работы с информацией, который подсовывает вот это плод знаний, плод с древа знаний, да, Еве, да, то есть он должен искушать человека тем, что интересно на самом деле самому человеку. Вот, и это очень сложная тема для того, кто не понял, как работать с людьми. Поэтому по иерофанту мы, конечно, должны понимать, что за люди с нами общаются, да, в чем их интерес общения с нами, зачем мы им нужны, зачем они нам нужны, потому что учитель при общении с учеником, обучая другого человека, да, он сам понимает глубже ту информацию, которую он передает из своего этого вот кладезя знаний, да. К примеру, у меня есть более чем 10-летний опыт практической работы с картами Таро. У меня часто спрашивают: пан Роман, почему вы столько информации вы даете в открытый эфир, в прямой доступ? Дело в том, что когда я делюсь этой информацией с вами, да, я пытаюсь ее как-то систематизировать, я пытаюсь как-то погрузиться в нее, найти что-то новое и интересное, и погружаюсь в эту информацию еще глубже, узнаю ее еще лучше. Я тоже учусь постепенно вместе с вами, просто на чуть более высоком уровне. Любой иерофант должен проходить время от времени курсы повышения квалификации, понимаете? Потому что близнецы — это люди, которые чувствуют течение времени, текущий момент. Если я не буду это делать, я просяду, я буду слишком замшелым и иерофантом, который учит только одному видению. Вот так вот и все, вот так и все. Что 10 лет назад, что сейчас. Поэтому иерофант — это еще и умение развиваться с помощью той информации, которой ты делишься с другими людьми. Поэтому, развивая в себе иерофанта, вы работаете с информацией в первую очередь, с людьми, оцениваете людей по их типам, оцениваете интересы людей, каждого конкретного человека, постепенно углубляясь как в лучшее понимание той информации, которой вы делитесь, так и в лучшее понимание вообще человечества. Само собой, и себя. Но вот в себя вы погружаться будете позже, в той самой деве, в том самом отшельнике. Потому что там уже прозерпина более, скажем так, более прокачанная, более яркая, более мощная. Пока что задача иерофанта — это, скажем так, по иерофанту очень хорошо развивать свое умение делиться информацией с людьми на их уровне. Например, хороший пример иерофанта — это, ну, допустим, если мы берем какого-нибудь специалиста, который вещает в YouTube, да, такой науч-поп, да, научно-популярная просветительская работа, да, например, ты ученый-математик, при всем этом ты где-нибудь в каком-нибудь подкасте делишься интересными фактами из научной жизни с другими людьми на понятном их языке. Хороший пример — это, пожалуйста, этот самый математик, я не помню, как фамилия, у меня с фамилиями в рабочем состоянии все очень-очень сложно, да, ребята из Куджи подкаст. Там отличный математик, преподаватель, да, по-моему, его фамилия Коняев. Он хороший математик, он хороший журналист. При всем этом он умеет так подать интерес к математике, что заинтересовывает людей. Как он это делает? Он говорит с людьми на понятном им языке. Он объясняет научную какую-то информацию доступным обывателю языком. И вот это умение нормальными человеческими словами объяснить то, что ты там знаешь, вот это умение иерофанта.
Вот. Не обязательно разжевывать все до деталей. Важно уметь передать суть информации, да? Важно уметь, скажем так, упростить свой язык до научно-просветительского, а не до сухого научного, да? Чтобы дети поняли смысл занятия, смысл урока, вы должны разговаривать с детьми на детском языке. Но не погружаясь в их характер, не погружаясь в их игру, да, а скорее подтягивая чуть-чуть их до своего уровня. Роман, получается, вы мой иерофант. Ну, в данный момент, да. В данный момент я пытаюсь как-то вот так вот передать информацию, как-то приобщить людей к пониманию чего-то нужного, может быть. Нам учитель говорил, что самый лучший учитель, который способен научить, обучить, заинтересовать так, чтобы ученик превзошел учителя. Конечно, это вообще, это кайф для учителя, для преподавателя смотреть, как его ученик, да, превзошел его в чем-то. Завоевал там какие-то медали престижные, да. Это тренер, который, в принципе, сам сидит на троне, ничего не делает, но у него большой объем информации, он может помочь спортсмену достичь высот, развиться в чем-то и выиграть Олимпиаду, на которую, может быть, сам тренер-то и претендовать бы не мог, просто потому что, может быть, у него нет таких данных физических, зато у него есть база данных. Понимаете? Поэтому кому-то интересней быть магом. Кому-то интересно прокачивать свое личное умение, да? Прокачивать свое желание что-то сделать, что-то кому-то доказать. Вот. А кому-то либо проще, либо и интереснее не стремиться самому добиться чего-то такого значимого, весомого, а помочь другому человеку найти свою дорогу в жизни. Понимаете? Учителя в школах, они не зарабатывают много денег. Но правильный учитель, он всегда понимает, в чем смысл его существования. Помочь другим, не определившимся, одинаковым ученикам стать личностями. Как? Просто передав им информацию, которую вы должны передать всем. В школе, в начальной школе, детей учат одинаково. Понимаете? Всем дают одно и то же. Но хороший учитель всегда понимает личность детей и немножечко корректирует те знания, которые он дает еще и каждому отдельному ученику. А вот умение поработать с индивидуальностью ученика, да, и поднять его индивидуально один на один, система образования высшего, да, это 9-й дом. А в 9-м доме у нас, как я уже сказал, кто? Дьявол. Вот тот самый дьявол-искуситель, который Адаму и Еве, вот у нас те самые Адам и Ева, подсовывает нужную конкретно им информацию. Искушает их тем, что для них особенно интересно. Потому как по традиции у нас как? У нас есть правила. Традиция — это то, что соблюдать нужно. Это то, что нужно делать всегда, постоянно. Это повторяющиеся одни и те же действия. Ты с этого дерева не ешь. Завтра ты с этого дерева не ешь. Послезавтра ты с этого дерева не ешь. Тебя научают, как себя нужно вести. А вот правильный учитель, который просветитель, который говорит, вот есть традиция, а вот есть для тебя конкретно выход из этой традиции, который может научить тебя большему. Вот этот просветитель, который искушает тебя светом знаний, это Люцифер. На секундочку, несущий свет, если в переводе с латыни. То есть просветитель. Он же и дал знания Адаму с Евой, да? Он сделал их людьми разумными. Но это уже другая песня, другая карта, и об этом как бы гораздо-гораздо позже. Пока мы вот учимся давать людям ту инфу, которая им нужна хотя бы на начальном этапе. Умение определить, к чему относится человек, с которым ты общаешься, это вот этот самый правильный иерофант. Привет из Донецка. Донецку привет. Коняев уже 3 года на радио
о открытиях рассказывает, у него учусь проще говорить. Да, вот я про Коняева и говорю. Он, кстати, по дате рождения, он близнец. Как и Каргинов, кстати. Да, и вот они такие, вот близнецы, они такие, они как бы на равных с тобой общаются. Они общаются на языке, который тебе понятен. Шуточками, с прибауточками. Почему? Потому что у них нет такого чего-то тяжелого, да, тяжеловесного. Вот. У них такое повседневное, повторяемое общение, да. Ощущение от прослушивания вот этих подкастов Куджи, да, ощущение, что они как-то вот на равных общаются со всеми, кто к ней приходит в гости. И абсолютно неважно, кто там, уролог к ним пришел и рассказывает о каких-то урологических штуках. У них там какие-то шуточки такие, да. Ну вот, либо это раввин к ним приходит и говорит о высшей философии в религии. Они с ним также общаются, и он с ними также общается на равных. Да, то умение общаться на равных — это иерофант, конечно. Потому как для иерофанта все ученики равны. Ну вот, он не выделяет из учеников там каких-то любимчиков. По колористике цвету карты не рассматриваете и иерофанты. Нет, знаете, я обращаю внимание на цвет карты только если это, ну, в самом деле как-то очень значимо, и автор что-то хотел этим сказать, автор, да. Допустим, я знаю, что золотой фон в картах Таро обычно рисуется, ну, white рисовался как символ благородных намерений, да, благородство. Белый — это всегда чистота помыслов, чистота намерений, да, черный — это что-то тревожное, это то, что неправильное, либо противоположное, да, враждебное тебе. То есть тут, в принципе-то, цветовая гамма достаточно ясна, да, то есть нет смысла вдаваться глубоко. Вот кто-то мне писал на прошлой лекции, что у папы, да, у иерофанта желтое лицо, как желтая тиара его, да, папская. Ну, может быть желтое, а может быть просто это так печатали, знаете. Тут сложно сказать, что именно является, скажем так, конкретным фактом. Да? Ну и цвет это вторичное. Есть сам символ, понимаете? Вот, например, черный и белый столб — это сам по себе символ. Символика черного и белого столба, Боас и Яхим — это конкретная символика. И цвет там очень важен, потому как это противоположные цвета, радикальные, да? Например, красный цвет в магии — это намек на, ну, как я считаю, на Марса, либо на Афину, которая тоже ходила в красном плаще. Да, это первый дом, это Марс, это Афина, это Овен. Вот. Может быть, но я особо значения этому не придаю. Дело в том, что карты Таро — это не столько детали, сколько общий символ. Когда вы поймете, прочувствуете весь символ целиком, без деталей, да, когда вы поймете, что это вообще каждая карта Таро — это всего одно слово, но очень сложно в это одно слово впихнуть всю гамму, все детали, которые, значит, попробуйте впихните в архетип иерофант все, что вы знаете о иерофанте, либо в императора все впихнуть. Почему он император, что он сидит, что он не бегает, да? Вот, то же самое с иерофантом. Если вы понимаете, что иерофант — это хранитель давних тайных знаний, а хранители этих знаний, как правило, являются и учителями, и открывают доступ к этим знаниям, просто потому что нет смысла хранить эти знания, если ты не даешь никому пользоваться этими знаниями. Поэтому любой хранитель знаний, он по совместительству еще и проводник в эти самые знания. Поэтому вот образ иерофанта, он и слеплен вот из всего, что мы чувствуем по поводу таких людей. Вот рэбы, да, раввины. То же самое, они хранят Талмуд и Тору, да.
Они хранят вот всю эту древнюю инфу. Они в ней разбираются, но они же не закрывают и не прячут ее. Прячет инфу высшая жрица. Там есть прям намек на то, что это тайна, которая не может быть раскрыта полностью. Всегда должна присутствовать какая-то таинственность, что-то скрытое. Ты постоянно должен чувствовать, что ты не знаешь всего. Ну вот. А вот, да, что такое? А вот и Иерофант, он наоборот, он дает эти знания. Наверное, самая главная задача Иерофанта — это пробудить, развить само желание к развитию, ибо отсутствие всякого желания есть деградация и смерть, пустота. Смотрите, по поводу отсутствия всякого желания. Отсутствие желания — это когда огонь погас, потому как желание — это огненная стихия, понимаете? Если мы с вами вспомним древние мифы, в великом множестве этих мифов говорится об одной детали такой, да, что жизнь вдыхается в человеческое существо с помощью огня. Например, если мы берем тех же самых древних греков, да, человек-то был создан из глины, в принципе, да, и в его тело в глине, то есть, что значит из глины? Значит, из земли, значит, из материи. То есть, его тело изначально материальное. Неважно, это мясо или глина, это по сути земное существо. Земное значит материальное. Можно сказать, сделано из земли, из глины, да, чтобы проще было понять. Вот, так вот, в эти существа глиняные Прометей вложил огонь, причем сделал это через глазницы. Тот самый огонь, который он, огонь Зевса, который он украл у хранителя этого огня, у Гефеста, собственно, да? И вот если ты у Гефеста украл огонь, у императора, да, то ты должен вложить его в тех, кто в этом огне, в этом желании нуждается, в желании жить. Желание жить у нас это, да, это постоянное накопление новой инфы и постоянная обработка этой инфы и движение вперед, постоянное любопытство. Есть желание жить. Но это вот, смотрите, это момент, когда смешиваются две активные стихии. Огонь и воздух. Огонь — это желание, воздух — это, ну, сила, либо информация. От того, что именно с помощью информации, с помощью воздуха, с помощью всего того, что приходит к нам через воздух, да, мы и осуществляем свою жизнедеятельность, да? Ну вот, поэтому смешение желания жить и смешение информации о том, как ты живешь, и создает в человеке активность некую. Ты что-то узнаешь, тебе это пробуждает желание что-то сделать, либо изменить вот все то, о чем ты узнал. Так вот, Иерофант, он и передает другому человеку информацию, пытаясь пробудить в другом человеке вот это желание что-то сделать, желание узнать больше, допустим. Если мы с вами смотрим на противоположную карту, на парную, на дьявола, дьявол рисуется с факелом. И вообще вся тема с стрельцами — это тема миссионерства, это тема продвижения своих собственных желаний в широкие народные массы, да? Это тема понимания политики. Это когда у тебя есть желание, и ты зарождаешь это желание в глазах других людей, скажем так. Ну вот. Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. По глазам ты понимаешь, чего человек хочет. Улыбаться он может как угодно, а вот глаза обманывать не могут. Ну, считается. Мне с близнецами в жизни не везет, мама и подруга всегда старались обесценить, а вот в медиа прям прелесть их слушать. Ну, все зависит от того, что если, ну, тут сложно сказать, от чего мама и подруга всегда старались обесценить не прокачанные близнецы. Они тоже выравнивают людей, как и прокачанные. Но если прокачанные близнецы, если правильный иерофант пытается поднять весь класс до уровня самого успешного ученика, до своего уровня, да, то это хороший иерофант, правильный. А вот неправильный иерофант, плохой учитель,
Он подтормаживает весь класс, подстраиваясь под самого худшего у ученика, понимаете? Он обесценивает знания других детей до уровня самого... Вот там Петя Васечкин, да, с последней парты, он все равно не поймет то, о чем я вам хочу сегодня рассказать, поэтому я и всем другим тоже рассказывать не буду. Выравнивают по нижней. Если неправильный близнец чувствует, что он общается с человеком, который чего-то достиг, при всем этом близнец не может подняться до уровня своего собеседника, там происходят две вещи. Либо правильный близнец все-таки пытается подняться до этого уровня, пытается измениться, да, и общение с более развитым человеком это стимул для этого иерофанта, да. Иерофант понимает, что он постоянно должен учиться. Если ребенок узнал что-то больше, чем ты, о современных гаджетах, об интернете, то плохой из тебя учитель, если ты не будешь знать столько же, сколько знает ученик твой. Да? Ты должен быть в теме, чтобы быть равным. А если он чувствует, что вот я не могу сделать так же, как собеседник, поэтому давайте мы собеседника поопустим, скажем, интернеты, нам эти ваши интернеты нафига не нужны, да? Что ты понимаешь в жизни, сопляк? Я без всяких интернетов умнее тебя в жизни буду. Вот такие люди обесценивают наши современные знания, такие люди опускают развивающихся учеников на свой замшелый уровень. И вот эта верность древним традициям очень часто играет с иерофантом злую шутку. И иерофанту кажется, что если он что-то знает, то это уже навсегда. Ничего подобного, мир там меняется. Правильный иерофант, он постоянно движется, он постоянно развивается вместе с учениками своими. Собственно, я тоже пытаюсь это делать, мне что-то в комментариях советуют. Я после лекции всегда иду смотреть, что мне там советуют. Потому что мало ли что, может уже все, что я вам тут пытаюсь объяснить из того, что я понял, уже кто-то разжевал давно, в красивую обертку завернул и раздает за так. А я тут что-то пытаюсь нащупать, да. Поэтому нужно быть в курсе всегда. Хороший иерофант, он как Меркурий, он постоянно в курсе. Он сегодня здесь, завтра там, он быстрый, как дуновение весеннего ветра. Раз. Вот. Но, конечно, он и следует своим традициям, если они выдержали испытание временем. Добрый вечер, здравствуйте. А какое сочетание карт дает иерофанта как сектанта и фанатика? Сложно сказать. Я с сочетаниями карт не очень увлекаюсь. По крайней мере, я не пытаюсь их заучивать, эти сочетания, поэтому мне сложно сказать. Там по контексту расклада чаще всего чувствуется, если человек не очень как бы гибкий, да, то велика вероятность, что он будет сектантом, потому что, ну, он будет опускаться на уровень этих самых учеников, да, он не будет пытаться понять суть учения, да, он будет слепо верить тому, что говорит ему учитель, гуру, да. То есть это как бы темная сторона и иерофанта. Чаще всего это идет с доверием, это двойки чаще всего. Либо двойки кубков, где человек безудержно доверяет своему учителю без того, чтобы проверить на его инфу, да, на опыте. Либо это двойка мечей, когда человек не верит никому совсем, поэтому он огораживается в этом своем знании. Я вот знаю, а вам я верить не хочу. Поэтому вот фанатик и сектант — это ограниченный человек, который не верит инфе снаружи. Понимаете? Либо чрезмерно верит инфе от учителя, без попытки проверить. Вот. Женщины и мужчины в те времена стригались одинаковые, были и монахи, и монахини. У дьявола эти ученики на цепи противоположный выбор. Ну, как сказать. Мужчины и женщины в те времена не стриглись одинаково. Если вы считаете, что тут намек на мужчину и женщину, да, нет.
тут намек на принадлежность к определенному учению, скажем так. Вот. Может быть, это и подразумевалось, но это слишком уж натягивает сову на глобус. Дело в том, что понимание того, что нравится лично тебе, вне зависимости от традиции, это и отрицание пола тоже, да? С одной стороны, иерофант, он не должен делать разницы между мужчиной и женщиной. С другой стороны, мы все-таки помним, что карты-то рисовались в эпоху поствикторианскую, да, довольно-таки чопорную. Хотя, конечно, Уайт мог и исследовать эту идею и намекать на это, потому как масоны в то время, они всячески отстаивали теорию равенства, да? Вот. В те же самые масонские ордена часто брали женщин наравне с мужчинами, хотя в то время, в 1910 году, у них и избирательных прав-то не было еще у женщин. За что, собственно, сражались и суфражистки. Вот. Но это скорее обратная сторона. Тут отстаивание своего желания, своего пола идет именно в следующей карте. В следующей карте вот мужчина и женщина, там отчетливо, понятно видно, где мужчина, а где женщина. Собственно, первичные половые признаки. У дьявола эти ученики на цепи противоположный выбор. Нет, дело в том, что, смотрите, выбор-то он в любовниках. Понимаете? Потому как по любовникам человеку дан выбор. Вот ты знаешь традицию, ты знаешь правила, с этого дерева есть нельзя. Но тебе предоставляется выбор. Ты вот возьми и скушай. Тебя не заставляют, тебя искушают свободой выбора. Да? По любовникам это как бы тема, скажем так, добровольного решения, что я возьму и все-таки попробую, потому как тут сцена искушения как раз есть. Змей есть, рай есть, Адам и Ева есть. Адам и Ева, они, конечно, и в противоположной карте присутствуют в несколько другом виде, да, но это уже последствия их решения. Это те люди, которые поддались искушению, скажем так, они сделали выбор. Сделать выбор и поддаться искушению – это разные вещи. Дьявол в негативе своем, он, конечно, искушает. Я не могу сказать, что противоположная карта – это противоположный выбор. Это свой выбор, отдельный, особенный. Каждая карта, она еще и сама в себе хороша. Если он будет менять традицию, он не иерофант, он не будет иерофантом. Смотрите, хороший иерофант, он понимает необходимость традиций. Конечно, он должен их потихонечку менять, эти традиции. Он против разрушения этих традиций, понимаете? Грамотный, правильный. И иерофант, он всегда даст совет, который нужен конкретно тебе. Но это будет уже высшая степень проявления иерофанта, да? Поэтому грамотный, правильный иерофант, он потихонечку меняет традицию сообразно течению времени. Он учитывает изменения времени. Это тоже надо понимать. Роман, а если сочетание иерофанта и дьявола, это как бы вы интерпретировали? Сложно сказать, все зависит от контекста, от вопроса. Очень сложно брать просто карту в отрыве от ситуации и пытаться сказать, что она значит. А вот эти две карты. Каждая карта по отдельности имеет массу значений, огромную массу значений. И сочетаться они могут как угодно. Понимаете? Важно понимать, о чем конкретно сейчас речь идет. Тогда эта карта для вас, у нее как бы одна из лампочек у нее загорится. Сегодня мы вот об этом. Мужчина Скорпион и женщина есть лев, есть ли связь? Нет, мы сегодня по теории карт Таро, мы сегодня не берем личные вопросы. К сожалению, очень мало хороших иерофантов по Таро, с удовольствием слушаю ваши лекции. Спасибо. Ну, на самом деле есть, просто их сложно найти. Не всем интересно просто делиться знаниями. Мне вот просто интересно, мне сам процесс нравится.
Поэтому я как-то так делюсь. Нормально. Чего нет. А можно затронуть тему перевернутого иерофанта? Смотрите, я не работаю с перевернутыми картами, ну уже давно не работаю, да? Вот. Для меня в каждой карте есть как бы градация. Вот как я уже сказал, что есть иерофанты развитые, есть неразвитый. Иерофант в любом случае, он понимает, что он работает с некой базой данных, с каким-то со сложившейся привычкой, с какой-то традицией, да, потому как сама по себе традиция это частность из вот этого большого выбора базы данных, да. Что такое традиция? Это много-много раз проверенный факт. Тем более, если традиции, то это много фактов, много-много раз проверенные. И вот правильный иерофант, он понимает, что он действует по какому-то шаблону. Просто в большинстве случаев шаблоны в самом деле срабатывают так, как нужно. Самое главное выбрать правильный шаблон. Вот. Потому как мы в большинстве своем, в принципе, свою жизнь мы проживаем с большего по иерофанту. Потому что наш мозг работает как иерофант, наше сознание работает как иерофант. Почему? Потому как мозг обрабатывает информацию в агрессивном очень режиме, да? Мозг жрет очень много энергии от тела. И для того, чтобы поддерживать работу мозга, если бы мы постоянно просчитывали каждую секунду нашего времени, постоянно осознавали момент, в котором мы находимся, то это постоянная работа мозга. Это нужно кушать очень много сладкого, чтобы постоянно подпитывать этот мозг быстрыми углеводами. Вот. Иначе вы просто устанете очень быстро. Поэтому умственная работа, да, она на самом-то деле ничуть не менее сложная, чем физическая. Уж поверьте мне, я в своей жизни поработал и физически, и головой. И то сложно, просто сложно по-своему. Ты головой сидишь, работаешь, вроде ничего не делал, а устаешь очень сильно. С теми же самыми картами. Ты все время отслеживаешь, что происходит с человеком, с картами, работаешь 2 часа, и у тебя уже как бы ум за разум заходит, нужно что-нибудь съесть. Желательно сладкого, да, чтобы быстренько все это опять начало работать. Поэтому скажем так, у осознанных людей, у них осознанное питание. Они стараются, скажем так, убирать то питание, которое подтормаживает эти процессы и запускает физику тела. То есть они стараются мясо не есть, да? Они стараются меньше жиров есть, от того, что жиры, они больше дают физику, да, чем нежели в сознании, да? Они поддерживают тело, а не разум. Разум работает с большего на быстрых углеводах. Но с другой стороны и телу тоже нужны, как это, жиры, белки и прочее все. Поэтому есть такая тема, как молоко и мед. Да, слышали такое выражение? У группы Сплин есть такая песня даже. Считается, что молоком и медом питались люди святые, да, всякие там монахи и прочее, прочее. Почему? Потому как это сочетание, оно хорошо и для поддержания физического, как бы, да, и организм как-то себя чувствует. И мед, он дает сладость, сахар, и мозг начинает нормально работать, осознавать каждую секунду, да. Так вот, правильный иерофант, он как бы должен каждую секунду быть в осознанности, да. Но он обрабатывает большое количество инфы, и наш мозг, он постоянно вот это вот все прочитывает. И чтобы как-то сэкономить энергию, очень многие вещи загоняются в шаблоны. Если вы интересуетесь современной наукой, то ученые просчитали, что человек мыслит как раз шаблонами. Большую часть того, что мы видим, мы не отслеживаем, потому что мы как бы запускаем это на такой режим как бы фоновый, да. Есть исследования такие очень забавные порой, да, когда просили испытуемых внимательно следить за баскетбольной игрой.
И люди внимательно следили за мечом. Для них важное было следить за мечом. Они следили за мечом. Они видели как бы фоном всех этих спортсменов, да? В какой-то момент через баскетбольную площадку проходил человек в костюме обезьяны. Просто проходил. Он не трогал мяч, он просто проходил. Большинство испытуемых его не заметили. От того, что мозг сфокусировался на чем-то важном, на отслеживании мяча, и всю площадку загнал в шаблон такой, да, он не просчитывал каждый раз этот шаблон, он просто вот как фоном дал такой пух и следил только вот за мячом. И то, что делалось на площадке самой, он не отслеживал. Люди были в шоке, когда смотрели видеозапись, что оказывается человек в костюме прошел. От того, что иерофант это фоновый процесс, шаблонный такой. Но для того, чтобы понять что-то отдельное, мы должны сфокусировать внимание. Вот правильный иерофант, он постепенно понимает, что то, с чем мы имеем дело каждый день, оно такое фоновое, оно не требует постоянного внимания. Но если ты хочешь делать даже бытовые вещи осознанно, с обращением внимания на все это, ты как бы тратишь очень много энергии. Это очень сложно. Это нужно понять, что для тебя является важным, а что является фоновым. По иерофанту проходит как бы ощущение фоновых вещей, необходимых, базовых. Это Меркурий. А Прозерпина по следующей карте, да, по любовникам, Прозерпина это вот тот самый выбор. Это вот тот самый мяч, да, за которым следят люди, не замечая за всем, что они вынесли за эти скобки. Понимаете? Вот. Грубо говоря, Меркурий это множество инфы, это контекст. Да? А Прозерпина это деталь, это конкретика. И правильный иерофант, он, конечно, чувствует контекст. Но он должен учиться находить конкретику в общении с конкретным человеком, понимаете? Ну вот. Можно о практике преподавания. Вопрос, можно ли научиться работать с Таро за 5-6 часов с учителем? Не берем гениев. Нет, нельзя. За 5-6 часов нет. Нет. Разве что там... Ну, смотрите, за 5-6 часов грамотный учитель может вам передать суть своей системы, да, если там у него есть система. Либо просто, если он не учитель, а просто вот делится с вами инфой, да, как слабо развитый иерофант. Хороший иерофант, он будет понимать, какую инфу нужно именно вам дать. Поэтому за 5-6 часов вряд ли он сможет понять, что именно вам надо дать. Вот. Но он сможет вам передать те же знания, которые передаст другому человеку без учета личности. То есть какой-то шаблон у своей системе он передать сможет. Грубо говоря, любой учитель может написать книжку по Таро, которую можно будет прочитать за 5-6 часов. Да? Вот. Но это будет шаблон, понимаете? Вот, это будет без учета того, как конкретно вы будете читать эти карты. Вот, опять же, ну это будет очень плоский шаблон, потому что в картах Таро очень много смыслов. Очень много значений, очень много ощущений. За 5-6 часов их все пережить, это, ну, это можно лопнуть. Вот, поэтому просто в 5-6 часов оно не влезет при всем желании. Можно ли сказать, что перевернутый иерофант это прямой шут? Нет. Почему? Шут это шут, иерофант это иерофант. Смотрите, в шуте есть постоянное желание двигаться вперед. Шут еще не понял ничего, у него нет никакой инфы. Шут это импровизация. Это человек, который попал в какую-то ситуацию впервые, и у него еще нет шаблонов действия, понимаете?
У Иерофанта, даже у перевернутого, у негативного, да, есть шаблоны. И он только этими шаблонами и мыслит. У него эти шаблоны — это самое главное. Понимаете? А в шуте никаких шаблонов нет. Это вообще о разном. Это как путать мягкое и теплое. Вроде бы что-то и тот с информацией как-то работает. Просто шут еще не понял вообще ничего. А Иерофант решил, что он уже все понял. Вот перевернутый Иерофант — это человек, который думает, что я уже все знаю. Я уже все понял. То есть у него на каждый вопрос есть какой-то ответ. Уже заранее готовый. То есть шаблонный ответ. Понимаете? Вот перевернутый Иерофант — это скорее такое ощущение того, что ты все знаешь. Что тебя уже ничем удивить нельзя. Перевернутый Иерофант — это такое, ну что вы мне там можете рассказать нового, я уже столько всего слышал, да. Вот, вряд ли вы, как это, плавали, знаем, что ты нам тут лепишь, да. Вот это такой перевернутый Иерофант. Вот. Молоко и мед, спасибо за совет. Ну, вы погуглите, что значит молоко и мед, да, это такое очень широкое понятие. Если углубляться в тему, то это питание, которое вот было присуще святым. Они там сидели в пещерах, да, им там что-то приносили, они там что-то ели. Грубо говоря, нашли мед, съели мед, поймали козу, подоили козу, да, то есть не мясо, а молоко. Потому как мясо — это плохо, это убивать, а убивать — это плохо, это как бы, ну вот это все. Там очень тема глубокая такая на самом деле. Вот. Так что вот по поводу шута и перевернутого иерофанта, нет. Перевернутый иерофант, он такой же, как и прямой, только неправильный. Вот по поводу прямых и перевернутых карт я уже много раз говорил, что карта не становится противоположной, когда она переворачивается. То есть, ну, это просто контекст другой получается, да. И Иерофант — это работа со знаниями. В самом широком аспекте, когда ты работаешь со знаниями, ты, скорее всего, их кому-то передаешь. Либо ты можешь выделить себя как отдельную личность, как ученика, и пытаться крутить эту информацию в голове, как бы обсуждая ее сам с собой, да, и как бы пытаясь найти ответ в той базе данных, которая у тебя уже есть. Либо, если ты шут, то шут — это попытка просто прощупать, да, как и что там у тебя в будущем. Ты еще не знаешь, чем ты дело имеешь. Привет из Завидова, Тверская область. Привет, Тверской области. Вот. Перевернутые карты чаще всего они значат то же самое, только, ну как это, в негативе, да. То есть Иерофант — это всегда работа с какими-то шаблонами, среди которых ты можешь выделить очень точный детальный шаблон. Но это все равно будет шаблон, потому как индивидуальность реальную ты выделишь только в влюбленных. Ну смотрите, хороший пример, да? Что такое Иерофант? Это следование традициям. Не всегда же это плохо, да? Наоборот, это может быть очень хорошо, если традиция правильная, да? Например, давайте посмотрим этот самый, вот такой пример. Вернемся лет на 200 назад, допустим, в русскоязычную какую-нибудь страну. Ну, давайте в Россию, что там ходить далеко, да? По Иерофанту, по традиции, мама с папой находили дочери мужа и говорили: вот хороший работящий муж, выходи за него замуж, будешь как за каменной стеной. Вот когда девушка следовала совету родителей, понимая, что они лучше ее знают эти традиции, потому как уже пощупали эту жизнь, им надо верить, и она им верила. Шла замуж вот за этого мужчину, который там работящий, богатый там и прочее, прочее. Вот. И там же дальше, если шаблон у тебя сложился,
с другим шаблоном, то окей, хорошо, повезло, стерпится, слюбится, как говорится, да? И надо сказать, что на практическом уровне такие семьи были достаточно успешными. Потому как если родители были умными, да, и они отдавали как бы дочь в самом деле за успешного человека, как и положено, то как бы там у них чаще всего складывалось все правильно. Но это если ты следуешь традициям, ты понимаешь, что если ты вдруг вышла замуж за мужчину по традиции, как мама с папой велели, как все говорят, вот всегда за богатых выходить было выгодно, выходи и ты, тебе тоже будет хорошо. И вот прожили пару лет, да, и понимает женщина, что с мужем у нее что-то там в постели не очень клеится. Что прагматика жизни это одно, а вот личное чувство это другое. И потихонечку она начинала искать в муже то, что нравится конкретно ей, в конкретном человеке. Хорошо, если находила. Значит, стерпелась, слюбилась, да? Притерлись характеры. Но если не притирались, женщина там, либо мужчина, неважно, находила себе любовника. И вот любовник это уже твой конкретный выбор, когда ты выбираешь человека за то, что ты любишь, а не за то, что тебе сказали. Не за традицию, а за истинное свое знание качества. Понимаете? Это конкретизирование своих желаний, а не подгонка их под шаблоны. Иерофант это неплохо, это умение пользоваться этими шаблонами. Большинство наших проблем мы можем решить простым перебором каких-то шаблонов. Да? Это как правило дорожного движения. Если мы едем и просто следуем этим шаблонам, этим правилам, то нам как бы проще просчитывать ситуацию. Да? Если бы дорожных знаков, то есть этих шаблонов и правил не было, нам нужно было бы каждую секунду нашего времени думать, где мы что находимся, пропускать эту машину либо нет, а кто там первый едет, да, то есть без разметки ездить очень сложно. Я думаю, что те, кто живут в России, знают, да, что такое ездить без разметки. И вот я вам скажу, что жизнь по шаблонам, если они такие базовые, она очень удобная, она освобождает вам так много ресурса. Вот в Польше у нас очень строго следят за разметкой в большинстве случаев. И ездить по польским дорогам очень легко, очень удобно. Потому как ты сразу же чувствуешь этот шаблон. Так, здесь так ехать, здесь так ехать. Тебе не нужно просчитывать каждый раз, куда бы тебе правильнее проехать, чтобы найти свой индивидуальный путь. Ты просто едешь по шаблону, зная, что если все ездят по шаблону, то у вас как бы все работает как механизм. Бездушный, но хорошо смазанный, отлаженный механизм. Вот Иерофант, он этот механизм постоянно смазывает. Он, может быть, не до конца понимает, как работает этот механизм, но он за ним следит и помогает тебе вот по этому механизму как-то ориентироваться. Понимаете? Вот. Посоветуйте фильм для раскрытия карты Иерофант, если знаете такой. Да, на прошлой лекции я говорила об этом. Ну, раз уж хотите, давайте быстренько глянем, да. Во-первых, момент общения с гусеницей, синей гусеницей из Алисы в стране чудес. Посмотрите, пересмотрите. Отличный образ и Иерофанта. Отличный фильм по Иерофанту с оттенком кастанедовщины. То есть вот такая Южная Америка, шаманы, ayahuasca, это вот все психоделики. Очень круто. Там шикарный образ индейского этого шамана. Причем, кстати, вот старого шамана играл реальный шаман, да, который один из самых известных шаманов в Южной Америке. Ну, очень круто. То есть там реальный шаман в этом фильме снимался, и он такой очень колоритный. Вот. Вот этот фильм очень советую. Называется «Блуберри». «Блуберри» режиссер снял такой фильм, как «Доберман». В главных ролях Винсент Кассель, Джулиет Льюис, Майкл Мэтсон. Фильм шикарный, отличный. Снят как вестерн, но с глубоким философским подтекстом, с глубочайшим. Вот. Хотя очень так легко узнаваемым, очень это видится хорошо.
Все, что по Кастанеде, отлично. Забыл сказать, фильм называется «Мирный воин». Запомните, загуглите «Мирный воин». Это, опять же, кастанедовщина такая, но в современном американском варианте студент-спортсмен попал в аварию и сильно разбился. Он очень хотел в Олимпийские игры, да, и, короче, вот его встретил какой-то случайно, он встретил какого-то сторожа на бензоколонке, либо кого-либо механика, что-то такое вот, старого такого. И этот механик его учил жизни, самоосознанию, работе над собой и прочее, прочее. Такой очень современный, легкий фильм, как бы, но, опять же, достаточно философский такой, нравоучительный. «Мирный воин», очень советую. Образ Иерофанта, как правильно открыть человеку правду, как его научить чему-то, да, тому, чего ты умеешь сам, и показать путь к развитию, не развить человека, да, а показать ему путь к развитию, где он сможет развиться сам и сделать свой собственный выбор. Это Морфеус из «Матрицы», вот опять же об этом на прошлой лекции говорил. И сериал «Молодой папа». Я не смотрел второй сезон. Сразу говорю. Первый сезон шикарно. Вот как ломают стереотипы. Причем те же, кто эти стереотипы должны отстаивать. Конфетка, а не сериал «Молодой папа». Это, наверное, очень близко к Иерофанту. Очень близко. Ну, опять же, папа и есть папа, да. Тут та же самая тиара, что и на Иерофанте. Так что, вот. Вот эти фильмы советую. Может, еще кто-нибудь что-нибудь вспомнит. Если кто-то что-то вспомнит из образов, прям буду очень благодарен, потому как я такие образы собирать люблю. В каких случаях в раскладах Иерофанта обозначает законный брак? Смотрите, есть разница. Я говорил уже об этом на прошлой лекции. Законный брак. Вот. И правда ли, что в перевернутом виде это будет нетрадиционный союз? Я как знал, что вот еще не успел до конца прочитать, уже чувствовал, что об этом будет. Очень часто спрашивают. Смотрите, у нас есть две карты, которые говорят о браке, ну, по крайней мере, в традиции такой, да? Вот. Я бы добавил еще и любовников, которые говорят об осознанном браке. Ну, у нас же традиционное таро, да? Поэтому и Иерофант — это брак традиционный. Можно сказать, что это венчание, если уж так совсем цепляться. Да? Но опять же, там по контексту. Потому как венчание — это просто еще один из способов традиционного брака. Вот. Но это традиционный, так как раньше было принято. Раньше нетрадиционные браки были не приняты. Поэтому по Иерофанту любой нетрадиционный брак быть не может идти. Он может быть государственным, если он традиционный. Он может быть церковным, если он традиционный. Если вы живете в стране, где люди традиционно берут себе две жены, да, мужчины берут две жены, то это тоже традиционный брак, да? А вот просто бракосочетание, либо брак, да, роспись в ЗАГСе, вот, либо нахождение себе партнера, с которым ты договариваешься в конкретике, вот это justice, справедливость, да, либо правосудие его еще зовут. Больше похоже на правосудие, потому как justice — это юстиция, это корень от слова юстир, или как, я не помню латынь уже прям так. Я ее учил как-то, дело было, но вот в латынь что-то я так и не пошел, потому как, ну, не знаю, не очень. Но юстиция говорит именно о договоре, да, двух людей, о том, что они будут, как это, напарниками по жизни, партнерами по браку, потому что муж и жена — это партнеры, конечно, да? И вот там уже не важен пол, там важны договоренности людей. Если у них пол один, но они договорились, и если государство считает этот брак юридически justice, да, оформленным,
позволительным, возможным, то вот нетрадиционный брак может быть и здесь. Но сюда же входят и традиционные браки, если они приняты. Смысл в том, что чаще всего нетрадиционные браки проходят по этой карте, если речь идет именно о штампике в паспорте, скажем так. Не везде его могут этот штампик поставить, но это договоренность двух людей. И по контексту уже можно понять, если вы живете в традиционной стране, то юстиция будет против вас. Даже если вы договоритесь с партнером, и карта будет негативная, перевернутая, что закон против вас, да? Но если вы живете в Калифорнии, где все это можно, то, конечно, эта карта будет ваша. Вот. Но даже в Калифорнии до сих пор традиционный брак — это традиционный брак. Вот. Надеюсь, что объяснил понятно. Так что в перевернутом виде нет. Еще раз, карта, когда она переворачивается, да, она не приобретает противоположное значение. Она усиливает свои темные стороны, да. Потому что жизнь по шаблонам, это, конечно, хорошо. Это вам экономит массу энергии, да. Но если вы хотите выйти за шаблоны, то и Иерофант будет для вас перевернутым. Эти же шаблоны будут вам мешать, понимаете? Ну вот, поэтому нет. Роман, у вас бывают моменты, что в раскладе Иерофант вроде ложится в картинку в одном значении, а вам идет ощущение совершенно другого значения, словно на уровне интуиции? Да, конечно. Чаще всего это происходит, знаете, в какие моменты? Когда очень часто в одном и том же раскладе фигурирует одно и то же ощущение, да? Вот. Не хватает просто карт. Допустим, это расклад на 3 карты. С одной стороны речь идет о традиционном браке, а с другой стороны речь идет о документальном подтверждении этого брака. Еще если спрашивают, а как отнесутся к этому родители, да? Невозможно сделать так, да, что у нас все 3 карты будут какие-то иерофанты. Одна будет значить и иерофанта, там уже по ситуации видно будет. Какие-то другие карты будут намекать на что-то схожее, но какими-то другими деталями. То есть, когда вы видите карту Таро, и вы чувствуете, что на данный момент, по вашим ощущениям, она значит не то, что обычно, а что-то такое вот, ну, какое-то от себятину вы какую-то чувствуете, да? Это значит, что она просто замещает другую карту, которая лежит в том же раскладе и не может быть продублирована. Ну вот, она как бы заменяет другую карту. Намекает вам через себя на похожее значение какой-нибудь соседней карты. Ну вот. Роман, подскажите, а жрица и иерофант никак не могут быть парой? Созвучны ли они? Жрица таит в себе знания, иерофант делится ими. Так я об этом уже говорил сегодня, что и иерофант, он дает доступ к знаниям. Вот, но там знания такие шаблонные, опять же, да? Испытанные, проверенные. Это хорошая тема. Вот эти шаблоны. А жрица, она прячет. Она тебе может дать ответ. Но она тебе не объясняет, почему именно так. Вот. Она просто говорит, вот завтра будет плохо. Почему будет плохо? Ну, будет плохо и все. Вот. Иерофант, он чаще всего объясняет, почему. Завтра будет плохо, потому как, смотри, у нас есть много инфы. Сейчас весна. Весной часто бывают дожди. Да? У нас вот такие облака сегодня вечером. По таким облакам сегодня вечером, скорее всего, завтра утром будет дождь. Потому как 10 лет подряд я следил за облаками. Да? И кучевые. А облака вечером чаще всего свидетельство того, что на следующий день будет дождь. Ну вот, то есть он может все тебе объяснить, не зная сути этого шаблона. Но шаблон будет, и он эту инфу тебе передаст. Вот.
Правильный иерофант, он делится всей инфой, которая у него есть, ничего не скрывая. Вот. Просто не всегда этот иерофант чувствует, что он говорит. А вот жрица всегда чувствует, но не договаривает. Вот. «Мирный воин» классный фильм. Да, он такой простой, понятный, как бы, очень такой, как это сказать, очень прикладной. С одной стороны, там такая интересная инфа в этом «Мирном воине», оно такое очень легко ложится на нашу жизнь. То есть можно брать какие-то советы, совать себе в жизнь, там очень простые эти шаблоны. Да? Очень простые, понятные, узнаваемые ситуации. В отличие от того же Кастанеды, представить себя на месте Карлита, да, то есть Карлоса Кастанеды, которого учит Дон Хуан, сложно. От того, что там, как правило, такой контекст, где-то там в пещере они сидят, что-то там Дон Хуан рассказывает, что-то смеется, какие-то шутки дурацкие шутит. Нам сложно вписать себя в шаблон, который нам дает Кастанеда. Но этот шаблон очень творческий, очень отзывчивый. Мы его можем очень хорошо прочувствовать, так как он эмоционально очень описывает все это. И мы поневоле проникаемся теми же эмоциями и чувствуем себя в этой ситуации, хотя представить нам себя в этой ситуации очень сложно. А вот «Мирный воин», мы очень легко представляем себя в этой ситуации головой, поэтому «Мирный воин», он такой скорее, да, именно вот по иерофанту фильм. Кастанеда, он дает идею. Это скорее маг такой, там проще прочувствовать, не все понять по высшей жрице, но прочувствовать по магу и что-то сделать по магу. Вот. Поэтому если мы берем Кастанеду, это, конечно, скорее про магов. А когда мы берем «Мирного воина», это, конечно, про то, как учиться у умного человека, а не быть магом. Вот такие дела. И прекрасные примеры, спасибо. Ну, мне что-то кажется, что примеры могли бы быть гораздо лучше, если бы я, чуть больше времени имел, либо как-то более спокойно все это рассказывал. Жрице быть выгоднее, не нужно ничего лишнего говорить. Ну как? Если иерофант говорит, он не говорит ничего лишнего. Правильный иерофант, он говорит то, что нужно сказать. Вот. При всем этом, все, что он знает, он рассматривает, сказать это, либо не сказать. Просто он понимает, что если ты поясняешь какой-то момент, ты должен выдать всю инфу о данном моменте. Скрывать ничего не надо, иначе это искажает данный момент. Да? То есть понимать нужно всю картину мира в данную секунду. Если эта картина мира повторяется, да, то есть если мы говорим о каких-то повторяющихся событиях, да, мы можем их вывести в какое-то правило, да, и учить только этому правилу. Например, правильный иерофант, он будет делиться своим опытом. Когда ты водишь машину, будь внимателен, когда кто-то едет справа. Почему? Потому что ты его видишь, а он тебя не очень хорошо видит. Потому что в машинах с правосторонним движением, да, мы сидим в кресле водителя, возле левой стороны лица стойка. Мы за стойкой не все видим. Мы можем что-то не увидеть. А когда мы смотрим вправо, мы видим все. Поэтому мы как бы находимся в этом самом, в более льготном положении перед теми, кто смотрит на нас, как бы для них это лево. Поэтому людей справа, машины справа нужно пропускать, потому что ты их видишь, они тебя не видят. Не факт, что он тебя видит, поэтому лучше его пропустить, чтобы он в тебя не врезался. Вот накопленный опыт позволяет иерофанту понять, что происходит, сделать шаблон и просто передать этот шаблон. Просто если учителя в этих школах, да, в автошколах будут объяснять каждое правило детально, это уйдет очень много времени. Гораздо проще дать шаблон, чтобы человек просто поверил на слово. Поверь мне на слово, тех, кто едет справа, лучше пропускать. Вот.
Просто потому, что это правило, написанное кровью, скажем так. Поэтому, скажем так, иерофант, он не то чтобы не все говорит, он не скрывает ничего. Высшая жрица, она не может все сказать, потому что она сама не все понимает. Она чувствует. Чувствовать и понимать — это одно. Высшая жрица тебе может сказать: будешь завтра ехать машиной, того, кто справа, пропусти, и будет тебе счастье. Загадочно и таинственно. Почему? И иерофант может тебе объяснить. Ну, потому что, смотри, как бы, вот справа стойка, там это самое. Ему плохо видно, а тебе видно хорошо. Поэтому ты не можешь быть уверен в том, что он тебя видит. Поэтому лучше пропусти. Это скучно, в этом нет тайны. Но он, по крайней мере, это понимает. А высшая жрица просто чувствует, что как-то вот так вот я еду, мне слева плохо видно, он тоже едет, ему тоже плохо видно слева. Она это не думает, она не успевает об этом думать, она просто это чувствует. Она интуитивно пропускает человека справа, не успевая понять, зачем я это сделала. Тайна какая-то. Тайна сия велика есть. А вот иерофант, он четко знает, потому что он обработал эту инфу. Но ученикам он дает шаблон. Развитый иерофант хороший. У него много времени, чтобы дать инфу человеку. Поэтому он рассказывает прям все. Поэтому жрице быть не то чтобы выгодно, жрице быть просто быстро. Ну, если выгодно с точки зрения экономии времени, энергии, то да, проще себе поверить, чем копаться. Почему я его пропустила, того, кто справа? Почему? Ну, потому что. Жрица обычно так и отвечает: потому что. Ну вот. Это загадочно и таинственно, но не факт, что она сама поняла. В вопросах здоровья вы смотрите карту иерофанта и другое. Нет, я вопросы здоровья не рассматриваю вообще. Просто потому, что вопросы здоровья для меня лично, вопросы здоровья для меня заканчиваются на этом самом, на императоре. Потому что я чувствую, где правильно, где нет, да? По императрице я чувствую свое собственное тело, здоровье, а по иерофанту я знаю, какие запреты мне нужно соблюдать, а какие нет. Я не разбираюсь в здоровье для того, чтобы перейти в состояние иерофанта, чтобы понять, что карты значат в сфере здоровья. Потому как сферу здоровья я не изучил. Просто потому, что мне эта сфера всегда была неинтересна, сфера физического здоровья. Да? Я в нее и не лез. Соответственно, база знаний этих шаблонов понятных у меня отсутствует. Она не набрана. Я остановил свое ощущение физического здоровья в императоре. Я просто слушаюсь врачей, как императоров. Врач сказал: ну, наверное, он прав. Он умнее, он может поставить мне запрет, который я буду соблюдать. Я его буду слушаться как умного человека. Вот он иерофант. А я ученик, который должен слушаться более мудрого и опытного человека. О каких картах Таро в работе со здоровьем может идти речь у человека, который не знает, что такое здоровье, не понимает этого, вот. Другие сферы здоровья, работы, да, там личная работа, недвижимость, то, что я изучал и то, что мне было интересно, я могу просматривать. Что-то лучше, что-то хуже. Вот. Но вот в здоровье я не лазил, поэтому и не считаю себя вправе давать советы по картам Таро. Единственное, что я смог понять, это то, что современные врачи, у них масса этих шаблонов правильных, да, и если вы хотите поправить свое здоровье, идите к врачам, потому что тарологи — это чуть-чуть не то. У врачей гораздо больше средств и возможностей вас вылечить, чем у любого таролога. Врачи сейчас круче любых магов, понимаете? Просто потому, что у них база знаний в разы, в десятки, в сотни, в тысячи раз больше, чем у таролога по тому же здоровью. Вот если врач, который хороший ученый, хороший врач, опытный, вдруг увлечется картами Таро,
Вот это интересно. К такому тарологу я бы сходил по вопросам здоровья. Он бы мог глянуть мне что-то вместо рентгена, да, круче рентгена бы мог глянуть. Но если мне нужно на рентген, я пойду на рентген, а не к тарологу, понимаете? Вот. Жрец — это медленная или быстрая карта? Вы имеете в виду и иерофанта, да? Иерофант и жрец — это разные вещи. Название карты очень важно. Жрец — это просто жрец. Когда вы говорите жрец, у вас идет ощущение служителя культа. Ну просто, понимаете, просто служитель культа, да? Жрец, он может быть и дьяк тоже. А может быть и митрополит. Может быть просто святой отец в захолустном храме, жрец, да? Жрец Иисуса, служитель культа. Жрец, он же может быть и Папа Римский. Но вот Папа Римский — это более точное ощущение иерофанта, потому что иерофант — это высший жрец. На прошлой лекции речь шла о том, что кто такие иерофанты. И иерофанты — это не просто жрецы, это именно высшие жрецы, те, которые знают все. Понимаете? Жрец может знать много, но он может не все знать. А вот иерофант, он знает все. И разница между жрецом и иерофантом огромна. Об этом забывать не стоит. Поэтому я могу принять эту карту как папа. Да, the Pope. Ну, папа римский. Окей. Как бы это просто частный случай. Но вот иерофант — это более общее понятие. Более детальное в то же время. Папа — это один из иерофантов. Понимаете? Один из тех, кто знает все. Выше папы нет никого. Круче и иерофанта в какой-то базе знаний не может быть никого. Он знает вообще все. Вот. Жрец — это медленная или быстрая карта? От контекста зависит. Смотрите, время и Таро — это очень такие странные ощущения. С одной стороны, жрец как бы, ну, высший жрец и иерофант, да, он сидит и ничего не делает. Есть ощущение того, что это медленная карта, да. С другой стороны, работая с информацией, ты должен быть очень быстрым. Это быстрота такого же рода, как и быстрота у Меркурия. Шук-шук-шук-шук. Нужно очень-очень быстренько все это делать, чтобы успевать все работать с информацией, просчитывать все эти, скажем так, жесткий диск в компьютере, а иерофант — это без сомнения жесткий диск, это хранитель инфы, да? Он должен быть быстрым, чтобы быстро давать вам ответы на ваши вопросы. Если иерофант у вас медленный, он что делает? Вы приходите к нему и спрашиваете: Рэбе, скажи мне, с парашютом прыгать в шаббат можно или нельзя? Плохой иерофант, да, плохой Рэбе, он что, возьмет Тору и будет долго, медленно вчитываться, искать инфу, так может целый день пройти, пока он ответит вам на вопрос, можно ли в шаббат прыгать с парашютом. А хороший, правильный, быстрый иерофант, он вам сразу скажет: прыгать с парашютом — это удовольствие. Вот. А вот открывать парашют нельзя. Это уже работа. Вот. Поэтому иерофант правильный, он, конечно, быстрый. Но с другой стороны, процесс приобретения знаний и накопления опыта, он не может быть быстрым. Он должен быть постепенным. Вот. Про иерофанта можно сказать, что он повторяемый. Потому как повторение — мать учения, да, хорошо усвоить информацию вы можете заучиванием, повторением. А что такое заучивание? Это шаблон. Вы набиваете себе шаблон, повторяя одно и то же, запоминая, зазубривая. Вот. Некоторые знания нужно просто запомнить. Так будет проще. Например, таблица там времен в английском языке. Если вы будете пытаться ее понять, голову сломаете. Но если вы ее просто запомните, это будет гораздо более действенно и быстрее
приведет вас к успеху, нежели попытки понять ее, да? Но если вы заучите эти шаблоны, они будут у вас отскакивать от зубов моментом. Вы даже не будете замечать, как вы говорите именно то, что вы хотите сказать в данную секунду. Уже по влюбленным, да? Вот. Поэтому, с одной стороны, как бы это медленная карта, с другой быстрая карта. От контекста зависит, от ситуации. Вот. Если речь идет об изменениях, если женщина спрашивает, если женщина будет спрашивать, как он будет развивать со мной отношения, да, и она будет думать, быстро или медленно, то иерофант это ответ такой: как привык, так и будет развивать отношения с вами. И тут все зависит от того, как он привык развивать. Быстро отношения, либо медленно. Как он там со своими бывшими расходился быстро, либо через 20 лет. Секундочку. Нужна пауза. Сейчас вернусь. Я вернулся. Я прошу прощения, там в дверь звонили, нужно было отлучиться на секундочку. Так, скажите, вы книги по Таро не писали, с радостью бы приобрел. Нет, вот я, наверное, слишком быстрый иерофант, да, книгу писать это долго, медленно и как-то очень занудно, да. Я пока одно предложение на письме выстрою так, как мне хочется, оно мне в конце предложения уже перестает нравиться, да, мне уже хочется другой смысл добавить, что-то такое вот как-то слишком это для меня медленный процесс. Вот видео проще, что думаю, то и говорю, не особо пытаюсь как-то вот вылезать предложение, да, и так гораздо продуктивнее. Вот такими не идеальными фразами у меня передавать инфу получается гораздо быстрее, лучше и понятнее. Я лучше одну и ту же мысль с разных сторон разными фразами раз, и общий смысл становится понятен. А вылизывать одну и ту же фразу, чтобы все оттенки смысла в нее впихнуть, как это в книгах принято, я просто не могу. Это не мой характер, поэтому... Ну вот у меня есть YouTube канал. Я думаю, что если собрать всю инфу, что я там даю, то на пару книг как раз и получится. Вот. Я имел в виду и иерофанта по скорости движения во времени. Давайте так. Скорость движения во времени — это очень индивидуальная штука. Каждый человек чувствует время по-разному. Более того, дети и взрослые, и старики чувствуют время радикально по-разному. Для детей время течет очень медленно, для стариков время течет очень быстро. Опять же, в зависимости от характера человека, от типа личности, да, человек тоже ощущает какие-то, по-разному время. Если рассматривать с точки зрения астрологии, да, то есть знаки фиксированные, они, как правило, в них процессы происходят медленно, очень часто, я не говорю, что всегда, но очень часто они время так ощущают каким-то
слишком быстрым. Только-только они настроили что-то делать, тут раз, уже как бы время прошло, да как оно так быстро-то, да? Другие люди очень быстрые по своему характеру, время чувствуют наоборот очень медленным, что вот я ждать не могу, мне нужно скорее, 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 да. Вот. Поэтому в работе с разными клиентами, с разными людьми эта карта показывает разные вещи, да, именно по ощущению времени. Как я уже сказал выше, для кого-то процесс работы с шаблонами это быстрый процесс, и он очень быстро скачет по времени, да, и для него время проходит очень быстро. Для другого человека по иерофанту это обратный процесс, да. Это накопление опыта, а не просто работа с шаблонами. Поэтому это может быть и очень медленно. Поэтому тут, вообще по картам Таро очень сложно отслеживать время, потому что время это такая штука, которую, и охарактеризовать-то очень сложно. Понимаете? Мы можем за временем следить только вот по каким-то внешним физическим факторам. Солнце село, день кончился, да, солнце встало, день начался, опа, сутки прошли. И опять же, дни у нас разные, есть медленные, есть быстрые. Само течение времени, оно изменяемое. Я вообще сторонник того, что время нормально, четко, внятно прочитывать нельзя. Просто потому, что у каждого человека свое ощущение времени, да. Но тем не менее, в каких-то рамках, да, чувствовать что-то можно. Кто как. Все по-разному время считают. Для кого-то 5 это 5 месяцев, для кого-то 5 это 5 часов. Все зависит от контекста. Если человек у вас спрашивает, через сколько месяцев, да, все это может произойти. Вот. 5 это может быть и 5 месяцев, и 5 недель. Поэтому сложно. Это на интуиции. Время лучше ощущать интуитивно. И высказываться о нем тоже интуитивно. Интуитивно понятно. То есть, быстро, не быстро, да. То есть, что-то такое, чтобы человек понял примерно ощущение, а не сколько вешать в граммах. Иерофант на перспективу отношений. Это значит медленное развитие. Так получается? Нет. Это значит развитие привычное. Если развиваться отношения между двумя людьми, у которых в традициях, в привычках развивать отношения быстро, то это привычное для них развитие отношений быстрое. Но если это два человека, которые очень медленно и не спешат так знакомятся, присматриваются долго, если для них это привычный способ общения, да, то для кого-то это хорошая традиция, медленная и неспешная. Хотя, конечно, если у вас сложилось в традицию как бы быстро знакомиться, общаться с людьми и расходиться тоже быстро, то это тоже такая своеобразная традиция. Поэтому все зависит от контекста. Со временем все очень сложно. Я также есть программа для преобразования голоса в текст. Ой, я пробовал. Дело в том, что этот текст тоже надо править потом. А когда читаешь то, что ты наговорил, такое себе. Мне не очень нравится. Я и пересматривать-то свои видео не люблю, потому что мне всегда хочется себя дополнить, как-то прояснить более детально, более точно. То есть я такой ужасный перфекционист, что если я буду как-то медленно все это делать, я буду обращать внимание на детали, нюансы. А когда я говорю на камеру, то я говорю, ладно, что там, YouTube. Это ж не книгу писать. Можно как бы спокойно это все делать. Поэтому вот YouTube есть, смотрите YouTube. Так, я тоже любительница книг, буду ждать вашу, вдруг передумаете. Если кто-то сработается со мной, и он будет писать, а я буду как-то свои мысли выражать, может быть. Мне нравится эта карта, она спокойная и уравновешенная, просто надо остановиться по этой карте и прислушаться к себе, и все получится. Отличная карта без подвоха, мое мнение. Подвох тут есть. Подвох тут в том, что очень часто хочется остановиться, вот, и прислушаться к себе, а прислушиваясь к себе, вы очень часто прислушиваетесь к своим собственным шаблонам, понимаете, и выбираете из этих шаблонов.
Вот. Очень часто по этой карте нужно прислушаться и к мнению богов, голосу богов, да, к тому, что тебе сверху вещает. Потому что Иерофант — это посредник между Богом и людьми. Он как бы знает все то, что на данный момент ему сообщили. А вот что ему еще не сообщили, сообщат в следующую секунду. Вот к этому надо прислушиваться. Вот. Поэтому тут вопрос про остановиться и прислушаться к себе, он такой. Он загоняет вас в рамки, шаблоны своего собственного мнения. А вот из своего собственного мнения очень часто надо выходить, чтобы чувствовать контекст, в котором вы это мнение вырабатываете. Подвох есть в каждой карте. Совершенно верно. Потому что каждая карта — это, ну, грубо говоря, архетип, грубо говоря. Вот. А архетип — это не что-то однозначно хорошее либо плохое. Это ощущение в целом. И оно может тебе сопутствовать в твоем пути, а может мешать. Это как ветер. Ветер, он не плохой и не хороший. Ветер просто дует. Но если он совпадает с вашим маршрутом, то вам повезло, ветер для вас хороший. А если вы вдруг решили маршрут сменить, а ветер остался тем же, то тот же самый ветер для вас уже будет плохим. Но это не потому, что ветер стал плохим, а потому что вы изменили контекст. И теперь этот шаблон, теперь этот архетип для вас действует не так, как вам хотелось бы. То есть он какой-то неправильный. Бог говорит с нами. Ну, да, говорит. Но знаете, как есть там шутка, да, я уж не помню точно, я на лекциях шутки не очень хорошо шучу. Если ты говоришь с Богом, это молитва. Но когда Бог говорит с тобой, это уже как бы так, диагноз, да. Ну, это такая шутка как бы от ученых людей. Ученые люди думают, что они все знают. Вот. Ну, по крайней мере, про Бога. Они думают, что если они поняли, что такое Бог для них, то он и является тем. Вот. То есть очень умные люди, когда у них спрашивают, что ты думаешь о Бога, они начинают говорить: да, я вот тут атеист. Это что значит? Это значит, что Бога нет. Ну, для них нет. Сразу их начинаешь считать людьми, которые прекрасно понимают, что они знают. Ну, окей. Это их как бы вопросы. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, перевернутый жрец может показать внебрачного ребенка? Сложно сказать. У меня таких случаев не было. Нет. По моим этим самым нет. Нет. Вот в этом плане внебрачный ребенок — это больше похож на дьявола. Вот. На то, что выбивается из традиции. Вот. Если у того человека, который является родителем этого ребенка, все дети внебрачные, то карта может показать ему, что вот тот ребенок, который родится следующим, тоже будет внебрачным. Да? То есть он тоже будет по этому же шаблону. Но если все дети у этого человека были какими-то похожими на него, да, то и следующий будет таким же похожим. Либо тоже мальчиком, либо тоже в браке, либо тоже любимым желанным, либо каким-то таким же, как и все. Потому что традиция — это шаблон, проверенный временем, испытанный на прочность временем. Поэтому надо слушать себя. Да как тоже вам мешает? Конечно, надо. Вот, надо слушать и себя, и Бога, и людей. Это просто три как бы разные ипостаси. Насчет разговора с Богом, это я сказала, так как вы сказали, не слушать только себя, а слушать и Иерофанта, с ним Бог говорит. Ну, есть такие люди, да, которые чувствуют суть вещей. Это вот эти самые высшие иерофанты, да, они могут вам сказать, в каком направлении вам надо идти. Вот правильный иерофант — это Будда. Он что-то понял, но он понял, что если ты будешь у него что-то спрашивать дороги, как достичь
просветление, как стать Буддой, да? Правильный Будда, он может рассказать только свой шаблон. Он может рассказать только свой путь. Вот. Он не будет тебе говорить, вот ты делай так, у тебя все получится. Он может сказать, вот у меня есть мой шаблон, моя традиция, да, мой опыт. Я тебе его могу передать, ты этот шаблон можешь пристроить на себя и надеяться, что он тебе подойдет. Но идеально шаблоны не подходят, просто потому что шаблон это тема, которая хороша в любых случаях. Индивидуальность это уже личное понимание этого шаблона. Поэтому, ну, скажем так, нормальный Будда, он, конечно, если у него спросят про Луну, он будет указывать на Луну. Но правильный Будда, он понимает, что люди смотрят на палец, умные люди смотрят на Луну. Так вот, Будда указывает на Луну, а не тычет пальцем. Ну вот. Но это сложно так понять, но тем не менее, вот эта карта, она говорит скорее о том, что человек, который преисполнился мудрости, он понимает, что мудрость другому человеку он может передать только в виде шаблона. Например, что такое Библия? Да, если мы берем по Иерофанту. Библия это набор историй, которые рассказаны именно в таком виде, в сказочном, да, в эмоциональном, чтобы затронуть в другом человеке эмоцию. И передана эта эмоция в виде какой-то истории, какого-то шаблона, который мы можем применить на себя, представив, что мы оказываемся в такой же ситуации. Представив, что мы оказались на месте Ионы, который оказался в чреве китовом, мы можем представить себе тесное сдавленное помещение, в котором мы находимся в темноте, в тишине, во мраке, без надежды на спасение, с пониманием того, что мы слышим только себя, мы можем только с собой что-то сделать. Да? Ну вот, тогда в нас пробуждается некая эмоция, которую нам передали в этом шаблоне, понимаете? Вот правильный. И Иерофант это человек, который понимает, что Библия это набор шаблонов, которые пробуждают в человеке правильную эмоцию, которая развивает человека в нужную правильную сторону. Вот это правильный Иерофант. Правильный Иерофант должен понять, что вся наша религия это набор шаблонов. Если вы живете просто по шаблонам, то вы просто религиозный человек. А если вы берете этот шаблон, который для вас удобный, приятный, знакомый, такой родной, домашний, и разворачиваете его себе в эмоцию свою личную, тогда вы уже религию чувствуете верой, своей собственной верой, в которой есть суть этой религии. Понимаете? Потому что вера это суть религии, а форма религии это шаблон. Поэтому, конечно, Библия это сказочки, как говорят вот современные ученые, да. Конечно, сказочки, потому что сказочки и есть шаблоны. А вот про веру ученые почему-то забывают. Но это уже вопрос другой. Вот. Какой ресурс можно найти в Иерофанте? Умение работать со знаниями. В любом контексте. В контексте опыта, в контексте приобретения знаний. Это, в первую очередь это Меркурий. Это информация, которая нам дает понимание того, как нам действовать. Вот. В любом случае это крайне полезная информация, которую нужно учиться и добывать, и работать с ней, да, но это понимание того в Иерофанте, что это скорее те знания, которые применимы ко всем людям. Каждый человек, взяв шаблон, получает итоговое, готовое решение, скажем так, вот. Таро и квантовая физика, есть ли связь? Да кто же знает. Наверное, есть. На каком-то уровне есть. Дело в том, что Таро это шаблоны, да, это стереотипы, ну как стереотипы, архетипы, которые рассматривают все. Если вы хороший квантовый физик, если вы поняли Таро, то совместить одно с другим не представляется сложным. Поэтому может быть и так. Вот. Знаете, как это самое, как анекдот есть такой, да? У кого-то спросили, у какого-то святого,
спросили. Скажите, батюшка, секс без любви это грех? А? Он сказал, господи, да как вы же замучили это? Все без любви это грех. Да? Поэтому карты Таро это вся наша жизнь. Квантовая физика это часть нашей жизни, часть нашей жизни. Поэтому в Таро она тоже может быть. И Таро тоже можно рассматривать эту квантовую физику как и здоровье, как и бизнес, как и личные отношения, как и что угодно. Вот, если понимать, о чем нам говорят эти самые шаблоны, эти самые архетипы, если вы чувствуете, скажем так, отражение этих шаблонов в квантовой физике, то почему нет? Добренько, все, будем заканчивать. От того, что я уже больше чем 2 часа с вами общаюсь, это как-то нужно уже заканчивать, нужно пресекать. Вот. Спасибо всем за вопросы. Если что, вы знаете, как меня найти. Вот. Еще раз напоминаю о желательном лайке, о комментарии к видео. Вот. Так что жду всех во вторник. Там у нас будут уже эти, как их, влюбленные, либо любовники. Там тоже много интересного по поводу отхода от шаблонов, да, и, собственно, выбора своих личных правильных действий. Вот, это следующая тема. Развитие того, что мы поняли сейчас. Все, всем спасибо за эфир. Всем пока. Счастливо. До следующих волнующих встреч.